Видео сегодня короткое, но по содержанию очень полезное. Если бы я знал эту информацию, что называется, до того как, то, наверное, сэкономил бы неделю своей жизни. Но обо всем по порядку. Итак, с чего все началось? Ездил я на своем Peugeot, и в какой-то момент у меня начало что-то постукивать, где-то под лобовым стеклом. И при этом стучит достаточно мощно, но не совсем понятно, что именно. Пластик, металл или пластик, а металл, непонятно. Стучит не всегда, а естественно только на определенных ямках. Ладно, сначала подумал, что это та самая гайка, о которой я уже рассказывал. Если что, ссылки в описании. Проверил, нет, с ней все в порядке. Ладно, подумал, что это что-то под жабо. Но мало ли, открутилось что-то попало, бог его знает. И как вы думаете? Естественно, нет. Там все вроде хорошо. Посмотрел внимательней, и оказалось, что немного дребезжит, если так можно сказать, вот этот элемент слива воды в пространство под крылом. Наклеил в нужных местах клейкой ленты для шумоизоляции и поехал проверять. И что вы думаете? Результат? Отрицательный. Проблема не в этих штуках. Ладно, что же еще может там дребезжать? Полез опять смотреть и нашел вот этот защитный экран между двигателем и кузовом. Он реально прилично так постукивает. Прикрепил его хомутами, чтобы не болтался. Ну и ладно, не буду нагнетать, результата тоже нет. Вот так я ездил и понял, что, наверное, все-таки что-то с подвеской. Хотя звук идет со стороны жабо. Ладно, снял колесо и методом экспертного анализа определил, что звук издает суппорт. Что может стучать в суппорте? Правильно, направляющие. Был еще, конечно, вариант, что изношены и направляющие, и посадочные отверстия под них, но тут, что называется, нужно попробовать. Ладно, решено было заменить направляющие на суппорте. Купил от фирмы Фрэнкит. У меня уже был опыт работы с данным производителем, только положительные отзывы за адекватные деньги. В комплект входит фирменная смазка, 2 направляющих, 2 пыльника, 2 болтика. Итого полный комплект на одно колесо, на одну сторону. По замене описывать тут особо нечего, открутили 2 болта, сняли суппорт, повесили его на проволоку, чтобы не мешал, аккуратно вынули пыльники, достаются они достаточно легко. Протираем посадочные отверстия и от грязи, и от старой смазки. Дальше слегка смазываем новый пыльник и устанавливаем его. Заходит как по маслу. А вот и новая направляющая. И даже на данной стадии видна разница, ходит очень туго и плотно. Понятно, что это все без смазки, но тем не менее. Все аккуратно смазываем и устанавливаем на свои места. В комплекте идут новые болты под шестигранник, не под звездочку, что, наверное, и неплохо. И по итогу мы имеем. Опять же, не буду томить, ничего мы не имеем. Замена направляющих ничего мне не дала. Стук все равно остался и вылез уже практически сразу. Ладно, вы же понимаете, что я все равно этот стук излечу. И оказалось, что стук-то был от вот этих направляющих колодок. Такие маленькие направляющие, а столько времени у меня отняли. Опять же, прикупил от фирмы Фрэнкит вот этот ремкомплект. Идут направляющие на 2 передних колеса, право и лево, на все колодки. Голубая смазка — это антискрип. Все вынимается и собирается элементарно, да и видео на канале, если что, было по этому поводу. Поэтому не буду повторяться и акцентировать ваше внимание. И как вы думаете, теперь-то стук куда-то ушел? Барабанная дробь? Да, стук ушел полностью. Проблема была именно в этих направляющих, в этих пластинах. Еще раз, чтобы понять, что беда с огромной вероятностью в них, просто постучите по колесу, даже не снимая его. Не обязательно делать это по суппорту. Если слышите похожий звук, то меняйте данные пластины и будет вам счастье. Надеюсь, данная информация многим пригодится. А на сегодня у меня все. Всем удачи на дорогах, всем пока.